Пока вы собираетесь, водички попью. Водички попью. Привет, привет всем. Надо этот проверить. Звук проверить. Так, сейчас проверим звук. М, Звук проверить. Как же без звука? Есть звук, нет звука. Есть. Это радует. Если звук есть, значит все нормально. Привет. Привет, кто присоединяется. Так, я же сказала, что буду приходить почаще. Начнем. Коротенькие шортики выгрузила. Надеюсь, вы посмотрели. Звук хороший, радует. Последние кадры с концерта в Инчхане снова. Ну, что значит снова? Вот как концерт прошел, да, мы узнали о том, что Чонгук на концерте. Все, лента, везде ленты в соцсетях, на различных платформах. Ну, все говорят об этом, да. Ищем совпадения, намеки, вот, что складывается, что не складывается, да, и вы видели по поводу телефона, я выгрузила. Ну, в принципе, много, есть адекватно к этому подходят блогеры и, в принципе, говорят, ну, телефон. У половины айдолов такие телефоны, да, и здесь как бы притянуть, это же не только там, допустим, вот я в коротком шортике сказала, там, о Намджоне, Чимине, в общем, ну, немножко там вскользь, о Тэхёне, Чингуке, ну, в принципе, если посмотреть ленту, там и говорят, там, и Лиса, в общем, да, и кого там еще много о ком говорят, да, вот, вот что с нами делает iPhone 17 Pro Max. Все хорошо, слушаем, привет, привет. И хочу сказать, но телефон, знаете как, мы же все равно ищем какие-то совпадения, да, и я постоянно что-то выгружаю, и многие блогеры там, да, вот совпадение, что касаемо Вигу. Чего греха таить, да? Ну, есть, в принципе, как бы, ну, притянутые какие-то моменты, реально притянутые. Вот что касаемо этого айфона, давайте будем честными, в общем, да, то, в принципе, ну, уже, как бы я сказала о том, что у Намджуна есть, да, и еще, возможно, еще у кого-то есть, да, с ребят. Поэтому здесь как бы ну, притянуто, я вам скажу, в отличие от куртки и футболки, тоже коротенький шортик выгрузила, ну, по-моему, вчера это был, да, вот, и что хочу сказать, одна футболка, ну, как мы любим шкаф, один шкаф на двоих, да, или в одном магазине там, да, шопятся, в общем, можно так сказать, да, один бренд. Это вот, ну, я вам скажу, если используются такие вещи, ну, это мое как бы предположение. Возможно, вы с этим будете не согласны, возможно, согласны. Но если, например, они одинаково о чем-то говорят в рекламе, к примеру, дают намеки на друг друга, либо, допустим, там песни, да, вот клипы тоже очень много там у Чунгука, что касаемо Тэхёна, и у Тэхёна, что касаемо Чунгука, да, каких-то там намеков, ну, типа того. Там, допустим, фотобуки, к примеру, да, здесь как бы тут нужно более тщательно разбирать этот момент. Но я хочу сказать, когда в более такой короткий, ну, хоть промежуток времени, ну, к примеру, всплывают одни и те же айтемы, там, например, куртка, футболка, это обычно, ну, о чем говорит? Ну, обычно. Это, возможно, говорит о том, что либо общий источник, стилист, гардероб, бренд партнерства, либо
сознательный визуальный сигнал. Не для широкой публики, а вот именно для нас, для тех, кто видит, в общем, да. Привет, привет, кто пришел. Я так начала с этого, да. Ну, в принципе, выгрузила, да, там вот коротенькие шортики. Надеюсь, вы смотрите меня, там поддерживаете, да, там лайкаете, пишите хорошие комментарии. Вот, в принципе, я об этом, да, что либо общий источник, стилист, гардероб, бренд, партнерство, либо сознательный визуальный сигнал, да, в этом. Но телефоны как бы вот не совсем. Но я все равно об этом как бы тоже сказала. Но я в другом формате, но сказала, да. В общем, картина простая, да. Вот. Телефоны есть у мемберов, а также у половины айдолов, да, кей-поп Кореи, скажем там. Так, кто пришел здесь у нас, да? Привет, привет, привет. Добрый вечер. Пишите, как у вас дела. Ну, немножко новостей скажу. К примеру, много сейчас говорят о Тэхёне. Ну, например, такая даже фраза где-то я видела в социуме. Если появляется Ви, деньги встают по стойке смирно. Ну, в общем, так, да. Кто-то считает деньги, кто-то, например, говорит о том, что какой он популярен. В общем, все об этом. Первое место в категории косметика – это реклама с Тэхёном, да. Вот. Многие конкуренты и прочие гиганты, в общем, я так надеюсь, в шоке, да, что, в общем, первое место отведено категории косметика – это реклама с Тэхёном. То есть здесь можно сказать, не фандом постарался в общем, да, не в общем, да, ну, скажем, не фандом постарался, фандом именно Тэхёна, да, а именно реальный зрительский выбор, да, это статистика. Тот, кто пользуется косметикой, к примеру, да. Если мы поговорим о цифрах, ну, в принципе, интересно вам будет эти цифры или нет. Ну, немножко. Акции материнской компании там 7-8% за сутки. Продажи выросли там на 200%. Бренд извиняется за пустые полки, все сметают подчистую. Что там еще, очереди по 200-300 человек, и это при том, что ну, где-то в различных странах различная температура, где-то жарко, где-то холодно, в общем, да. Вот, онлайн это отдельная как бы истерика, здесь однозначно, ну, такие ведущие платформы, ну, так, например, там, Amazon, Японии, ну, один из них из тройки, да, там, первые места. Вот, упоминание бренда там более чем там 400 раз больше, чем до Тэхёна, в общем, да. И обсуждать не только в Японии, а Англия, Корея, глобальный рынок, все подключились, в общем, да. Вот, что, вот, без шума, без лишних слов, просто Тэхён, скажем, да. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, если поговорить полностью о группе BTS, то, в принципе, в общем, никакой тишины нет. Кто-то опять пишет, ну, кто-то, многие пишут, опять затишье у них, когда же мы их увидим, в общем, в этом ключе. Начнем с Джина, в общем, новый набор на Виверсе. Кстати, можете пойти на Виверс, сходить. Я об этом скажу, но вы можете пойти туда и посмотреть сами. Виверс выпустили историю про то, как Джин готовится к концертному проекту. От фотосессий для постеров, репетиции финальных прогонов. Все это ведет к сцене и к тому самому реву зала, в общем, да. И да, это не просто новость, я хочу сказать, это реальный сигнал, что касаемо Джина. Двигается как полноценная единица, хотя мы знаем, группа BTS сейчас будет в полном составе, но, в принципе, вот как бы Джин
выделяется, в общем, я хочу сказать, сам создает моменты и сам их продает. Тоже об этом, ну, в принципе, на Weverse такая статья, можете пойти посмотреть, да, вот. Параллельно Weverse Shop в Корее, там они где-то вот в торговом центре, если у вас есть там OR-код, то вы можете прийти, посетить этот магазинчик, да, и приобрести себе самое вкусное. А еще как бы вкуснее это подарки. Покупаешь набор джина, получаешь не публиковавшиеся ранее селфи, покупаешь расширенный набор селфи, плюс не публиковавшаяся открытка и брелок. И да, в общем, они отдельно пишут об этом, что на селфи и открытке разные изображения. То есть они знают, что вы захотите все больше и еще, да. Вот, Тэхён, опять вернемся к Тэхёну, альбом плюс растения, об этом тоже много говорят, в общем, особенно о его растении, все переживают, как у него там растение живо, или живое, или не живое, в общем, да, и он занят по горло, растение, альбом. Вот, в общем, да, без пафоса, без постановки, все просто, да, занят по горло. Ну, где-то видела, такое пишут, да, ну, не знаю, это придумывают, не придумывают, что Тэхёну не здоровится, ну, к примеру, там, возможно, заболел, а возможно, он просто устал, как бы, да, ну, типа того, почему его Тэхёна не было вместе с Чонгуком на концерте. Ну, и плюс начинают фанаты здесь придумывать, да, почему его не было, в общем, да. А он ухаживает, вот, занят по горло выращиванием растений, да. Тэхён пишет, он сам лично пишет, он был так занят подготовкой, вообще был занят подготовкой к альбому и уходом за растениями. У него почти нет свободного времени, не было свободного и нет. Еще добавляет, что он новичок в растениях и делится домашним фото, пижама, уют, огромное растение, никакой сцены, чистая жизнь. Пижамы, вот сравнивают пижаму, там он был в пижаме, где он там был, в Париже, наверное, его показывали в пижаме, да, или в Лос-Анджелесе показывали в пижаме, да, раскупили, эту тоже пижаму раскупили, в общем, ну, на мой взгляд, они одинаковые пижамы, ну, в принципе, как бы пишут разные бренды и раскупают, да. Вот, занят делом, живой, а мы рядом и все понимаем, в общем, да. И он рядом с нами и понимает, что, в общем, все мы скучаем, и, в принципе, вышел хотя бы так, да. Пока привет, привет, кто приходит сказать, что он живой и у него все нормально, да. И на фоне всего этого альбом BTS тоже об этом очень много говорят. Напомню, 20 марта, уже скоро или не скоро? В нем 14 треков, предзаказы уже более 4 миллионов. И многих есть блогеры, которые занимаются перекупом, скажем, да, перепродажей билетов, в общем, да. Рекламируют эту услугу и предлагают билеты. А это за неделю продаж. Я хочу вам сказать, более 4 миллионов. То есть пока кто-то спорит в комментариях, они просто делают цифры. Понимаете, да? Вот. Тур BTS и экономика города уже считают деньги. И концерты еще не начались. А эффект уже пошел по всей планете. И на прошлом мы стриме об этом говорили. Я думаю, будем еще не раз об этом говорить. А почему бы не говорить? Мы же говорим о группе BTS. По данным Hotels.com, после объявления тура вырос интерес к поездкам в Сеул. Понятно? А Пусан вообще взлетел, так что цифры выглядят как ошибка. Ну, в плане того, что там заоблачные просто цифры. Запросы по Пусану выросли на более 2000% за 48 часов. Представляете себе масштабы? Причем рост идет не только внутри Кореи, но и в других странах Азии.
тоже 1000%, в общем, да. Ну, наверное, вы кто-то в курсе этого, а кто-то, возможно, не в курсе, поэтому я и рассказываю, да. В Бразилии вот после новости о концерте в Сан-Паулу запросы на автобусные билеты выросли в сотни раз. Представляете? То есть еще концерта, в общем, нет, да, а уже автобусные билеты выросли в сотни раз. Да. Зарубежные СМИ уже заранее обсуждают, сколько денег принесет каждый город, где пройдут концерты, от отелей до еды и транспорта. Вы представляете масштабность всего этого, да? Самый кайф, BTS даже не вышли на сцену, а туризм и бизнес уже ожили, в общем, да. О Чимине тоже говорят, что 6,5 миллиардов прослушиваний на сольных треках. Чимин стал первым солистом кей-поп, который набрал более 6 миллиардов прослушиваний именно на сольных треках, без участия других артистов. Вот. И самое мощное – это у него сольное, а не то, что его там кто-то вытащил или так далее. Это реально вот сольные треки, в общем, да. Отдельно отмечают, что его треки продолжают держаться на крупных позициях, и общие цифры уже почти подходят к следующей круглой отметке, то есть, ну, скажем, 7 миллиардов, наверное, да. А о Чунгуке тоже, Seven. Ну, в принципе, знаете как, вот бывает, не слушаешь ее песню, Seven, да, а потом вот всплывает что-то в соцсетях, ну, например, либо закадровые съемки, когда, ну, Чунгука и Тэхиона, вот что касаемо, да, исполнения песни там Чунгука, есть. Кстати, у меня на дополнительном канале есть видео об этом. И либо коротенькие какие-то шортики, да, там, например, где Чунгук на сцене и Тэхион к нему пришел, да, вот. И бывает тоже послушаешь эту песню, и, в принципе, как просто первый раз, понимаете, да. Классная песня, мне очень нравится его песня «Seven». И официально называют эту песню одну из самых сильных, скажем, да, особенно за год, если вот взять, да, то история, что касаемо стриминга, говорят, что вот самый сильный стриминг за год у Чунгука. Песня продолжает собирать миллиарды, держится в чартах и уже выходит список треков, которые стали лицом года на платформе, в общем. Вот. И, например, я хочу сказать по поводу Чунгука, независимо от того, что у него сольно, ну, как бы после его тура мы его не видели сейчас больше сольно, да, ну, спасибо ему за рождественскую песню. Я, кстати, выгрузила в ТикТок коротенький шортик и так намекнула немножко об этом, в общем, чтобы не забыли. То его в любом случае о нем говорят как не о временном, да, каком-то проекте, а о мощном проекте, ну, как бы, это отдельная мощь, в общем, что касаемо Чонгука. Группа BTS не исчезает с глобальных рейтингов. BTS поднялись в еженедельном глобальном чарте артистов YouTube, к примеру. Еще группа в 2026 году стала первой кей-поп-группой, которая перевалила за крупную отметку по прослушиванию на Spotify. Тоже есть цифры, к сожалению, я их здесь не записала. Они не сдулись, если там пишет кто-то в комментариях, даже на это не надейтесь, а продолжает, в общем, давить на эти цифры и вообще на всех фанатов. Да? Вот. Тэхион живет в режиме альбом «Жизнь». Вот. Это самая спокойная мощь. В общем, тур уже двигает экономию городов, хотя концерта еще нет. Чимин Чонгук продолжает ломать стриминг, как будто это рутина. И BTS в целом, я хочу сказать, не исчезают, они везде просто без лишнего шума. Да? Ну, в принципе, о чем еще говорят, да? Так,
что ну, опять много о Джине говорят, да. Вот, Джин снова занимает первые места в голосованиях, и не он не один раз, а 100 недель подряд, в общем, да, и это уже не обсуждают, это просто фиксируют как факт. Плюс ну, например, сегодня очень много такого, да, Джин очень четко чувствует контакт с фанатами, от музыки до мелочей, вроде наклеек, фотокарты, даже караоке колеса. Об этом много пишут, в общем, тем более была заметка сегодня на Виверсе. Я надеюсь, вы на Виверсе подписаны. И, в общем, читайте хотя бы то, что публикует компания, сами ребята. Вот. Ну, в принципе, вот так, да. Потом сегодня годовщина Вигу. Я сначала думала, в общем, так особо времени нет, сколько мы здесь. Надеюсь, недолго будем. Но, думаю, выйду. Все блогеры, фанаты Вигу сегодня говорят о их дате. В принципе, вспоминают самое начало, когда они только начали, там, скажем, работать и общаться вместе. Вот, и кто-то вообще вспоминает все разное, вспоминает, да, вот, например, ну, какие-то коротенькие шортики публикуют, где-то какие-то кто-то анализы публикует, в общем, везде все по-разному. Но я хотела немножко, меня давно, я вообще-то, наверное, делала когда-то расклад на это, еще в самом начале, да, по-моему, делала. А именно, знаете, на радиошоу в 2015 году, когда, ну, например, они там, ну, скажем, там, ну, как бы предполагают блогеры, что они, там, Чунгук поцеловал Тэхёна в щечку, да, у них там, знаете, такое было, это о чем была речь, да, это старый радиоэфир 2015 года, и вопрос, кто как впервые друг друга воспринял, да, это вот самое их начало, и ничего скрытого, обычный вопрос, да, задавали на радиошоу, скажем. И, например, они сами начинают говорить про конкретно другого, хотя был вопрос общий для всех, да, но они как-то в диалогах именно старались больше, ну, заявить, например, сам каждый о себе, да, хотя, ну, был общий вопрос, но каждый, в общем, говорил о себе, скажем, наверное, так. И камера именно ловит реакцию, где, например, они там один, ну, если взять Вигу, да, если возьмем Вигу, один теряется, один зависает на другом, в общем, да, их реакции. Об этом кадре до сих пор говорят, понимаете, именно вот это радиошоу. Я хочу сказать, там вот не было такого, что там не показано там ничего любовного, там никаких флиртов. Там вообще даже блогеры до сих пор говорят, да, о их какой-то химии еще в то время. Вот об этом как бы больше акцент. Вот, ну, в принципе, как бы еще что, один там не был готов в тот момент, когда это происходило, да, второй, в общем, сделал шаг, ну, типа Чунгук там, да, и вот, ну, там просто было такое, у них глаза завязаны, и, в принципе, они просто тыкались в друг друга. Ну, как бы, здесь же, знаете, фанаты, можно, ну, вообще, можно преподать это по-разному. Просто от вас есть вопросы в эту тему, да, к Таро вы прислали, в общем, и, ну, там не только поэтому, да, не по радиошоу, там еще другие были видео, другие вопросы, но я взяла это радиошоу, потому что вот именно, ну, интересен этот момент, да, вот. Если там, ну, многие пишут, да, это бред, все, что вы думаете, но я хочу сказать, если это бред, в общем, да,
то смотрите в том формате, который вам нужен, да, просто посмотрите это шоу, да, и не смотрите эти короткие шортики, не пишите там, да, что, допустим, ну, язвительно там или как-то еще, да, не надо так писать, да, посмотрите полностью этот момент, он, кстати, там на Виверсе это все есть, и в Ютубе, ну, надо полностью посмотреть, если кто пишет, что это бред, в общем, да. Вот, ну, а вообще Вигу строит свои теории, что здесь сказать. Вот. Так, вы пишете что-нибудь? Ну, давайте тогда вот начнем. Я, в принципе, так вот вступление сделала, теперь вопросы. А вопросы, например, почему этот старый момент снова всплыл сейчас, да? Ну, я хочу сказать, я как бы свою речь-то начала с того, что, ну, сегодня много такого что-то всплывают, да? Ну, вообще, когда обычно контента никакого от группы BTS нет, то, в принципе, много вспоминают, да, различные там какие-то концерты говорят об этом, ну, раны там, все вспоминают, какие-то моменты, это нормально, да. А, И, например, такой вопрос, почему этот старый момент снова всплыл сейчас? Ну, потому что сегодня такая дата, многие об этом говорят, поэтому и всплыл. И вопрос к Таро, почему именно сейчас этот эпизод из прошлого снова притягивает внимание и обсуждается? Ну, что сказать? Почему? Девятка жезлов, вот вышла карта, да? Ну, вообще девятка жезлов, можно отстаивание своих интересов в этой карте, вот прямо здесь написано, да. Но вообще девятка жезлов – это карта помните, если вы часто смотрите мои расклады, я говорю, что семерки и девятки, в них есть такое суждение, обсуждение, там, да, ну, в негативе прям совсем там какие-то сплетни, да, может быть, разговоры, еще. Вот в девятках и семерках есть такое, да. И вот семерка отстаивание своих интересов, да. Здесь, например, почему этот старый момент, ну, обсуждают, разговаривают, девятка жезлов, да, вот всплыл старый момент и разговаривают. О чем еще можно сказать? Девятка жезлов, да. Если, например, в негативе, может карта намекать на то, что не надо, ну, например, может карта говорить о балансе, и, например, не надо говорить что-то такое. Короче, в этой карте, в этой ситуации, в этой карте есть такое значение, в этой ситуации, найдите золотую середину. Возможно, даже я вначале об этом немного намекала, да, и вот и карта в тему этого. В общем, вот так. Если, да, ну, конечно, безусловно, и прошлое в этой карте, потому что девятка жезлов, да, уже как бы путь этот пройден, и воспоминания, все есть в этой карте, можно сказать, и какой-то посыл, и скрытый, может быть, смысл какой-то, потому что об этом говорят. Но, возможно, даже возвращение старой темы для просмотра, для обсуждения, но эта карта затрагивает эту тему, да. Вот такая карта вышла в тему этого, да. Ситуация, в общем, по этой карте, это однозначно девятка жезлов, это какая-то ситуация, да. Вот, есть ситуация. Не новая, но смотрят ее под другим углом, скажем, да, новый взгляд, к примеру, да, новые комментарии, новый контекст, ну, вот так скажем, да. Так, замечательным днем Вигу, Ковнеля пишет. Спасибо и вас так. Был ли в этом моменте личный подтекст или это обычный рабочий эпизод? Это важно, да, потому что вы же задаете вопрос, что было там, да, я же вначале сказала, что это там, да, химия, любовь, в общем, да, вот. Так, был ли в этом моменте личный подтекст или это обычный рабочий эпизод?
Несет ли этот момент личный эмоциональный подтекст, или он был чисто формальным? Да? Ну, мы знаем, возможно, так просто сложилось, да, или какой-то шестерка жезлов вышла карта. Вообще карта такая, знаете, ну, клевая карта. А вот видели жезлы, девятка жезлов вышла у нас первая, сейчас жезлы вышли. То есть активно это обсуждают, вот на сегодняшний день. А, Знаете, в этой карте, ну, как бы в шестерке жезлов особо нет. В шестерках тоже есть вот этот баланс и контроль. Безусловно, во всех шестерках есть. Это также может быть о чем-то личном говорить. И, например, если касаемо фанатов, делать могут карты относиться к выбору своего рода. И для кого-то это касается лично делать вот выбор. Ну, например, в сторону того, что для вас это значит. Ну, к примеру, если для фанатов. Если в тему вопроса момент личный, эмоциональный, формальный, вот, в общем, да. Но больше победа, удача, успех, шестерка жезлов. Я хочу сказать, больше карта говорит о контролируемом ну, что-то. Например, в тему этой ситуации можно сказать, что карта может говорить, что все-таки это карта встречи, какого-то момента. Однозначно карта партнерства, был это личный эмоциональный подтекст или он был чисто формальным. Шестерка жезлов, да, несмотря на то, что в этой карте есть, я уже сказала, какая-то контролируемая, что-то контролируемое, в любом случае карта говорит, например, о партнерстве, о ценности для друг друга. Ну, к примеру, ценят друг друга. Эта карта, ну, сблизиться, встречи, общения, прекрасных моментов. А еще как бы жезлы у нас это карта страсти, получить, в общем, что-то, да. Но я хочу сказать, например, все-таки вот эта тяга, химия, она присутствовала, если вышла эта карта, да. Здесь, вот знаете, вроде бы как карта и неформальная, и карта не эмоциональная, чтобы она несла какой-то подтекст эмоциональный. Но она явно указывает на их, в общем, можно сказать, химию эту, да, ну, шестерка жезлов. Все-таки вот это притяжение, оно есть, в общем, да. И, например, в этой карте есть такое значение, вот именно вот эти чувства, которые происходили в данный момент, есть в этой карте, они запомнятся на всю жизнь, понимаете, да? Вот. Я все-таки, несмотря на то, что я как бы должна объективно все рассказывать, естественно, хоть я и вегукер, но все-таки карта, она намекает на хороший момент, именно этот момент, и эти впечатления, они от этой ситуации, они остались на всю жизнь. Все-таки эта химия была. Каков статус отношений у Вегу на сегодняшний день? Пишет вот девушка. Так, несет ли тот момент, так, я уже сказала об этом, да? Следующий вопрос. Почему один участник тогда держал дистанцию? Ну, в принципе, говорят о Тэхёне, что он, в принципе, держал дистанцию, да, а Чонгук был к нему более, ну, тянулся, в общем, да. Почему в этот момент была выбрана осторожность и удержание границ? Ну, например, со стороны Тэхёна, скажем, вот. Почему? Десятка жезлов вышла карта. Ну, может ли быть, вообще карта как раз, видели, жезлы опять, девятка жезлов, шестерка жезлов, десятка жезлов. Здесь, знаете, в этой карте есть, естественно, какое-то разногласие. Но в любом случае в этой карте два человека, тем более это мужская карта, можно сказать, карта считала эту ситуацию, я хочу сказать. Здесь, например,
карта явно каких-то обстоятельств, чего-то происходящего в данный момент. И, например, вот то, что происходило, в этой карте всегда есть какие-то обязательства, да. Ну вот если касаемо на партнерство, есть всегда какие-то обязательства у друг друга, в любом случае. И вот эта ситуация, она могла, например, принести что-то новое в их взаимоотношения вследствие вот именно этих проведенных действий, да. Но у нас вопрос есть, мы как бы придерживаемся вопроса, почему у одного было ярче, а у другого более, там, ну вот у одного менее контролируемо, а у другого более контролируемо. Здесь может быть, знаете, у одного, скажем, открытость какая-то, у одного неопытность может быть, да. По этой карте, может быть, реакция шла намного быстрее. То есть, ну, например, то есть, как тут можно сказать, реакция, возможно, у одного была быстрее в силу опыта, скажем, но если у Чонгука, возможно, как бы он более был активен, и у него по отношению к Тэхёну реакция такая была, да, то есть без фильтров он потянулся просто. Возможно, он более тянулся к Тэхёну в данный момент, ну вообще как бы в то время, нежели Тэхён к Чонгуку. Возможно, так было это, да. Но вообще карта, ну, например, вообще карта говорит об удержании каких-то границ. И, возможно, вот как раз у одного, у Тэхёна, было удержать какие-то границы. А, допустим, у Чонгука больше быть открытым по десятке жезлов. Ну, десятка жезлов, в общем, карта двоих, да, и явно о каком-то действии, которое в данный момент происходило. Это карта импульса. И, в общем, что бы то ни было, если эта карта вышла, то, в принципе, импульс этот присутствовал, да, вот что касаемо их. Несмотря на то, что, да, возможно, глаза завязаны, они там тянулись друг к другу и так далее, но в любом случае импульс этот, если уж вышла эта карта, импульс этот присутствовал. Было ли это начало динамики или разовый момент? Вот карта у нас шестерка жезлов, она немножко, я зацепила этот момент и сказала о том, что все-таки это и зарождение чего-то большего, да, вот. Ну, то, что, например, шестерки связаны с воспоминаниями какими-то, могут быть связаны с прошлым, да, может это такое быть, но карта явно говорит реально шестерка жезлов о их двоих, в общем, да, и о развитии каких-то, ну, на дальнейшее там, да, взаимоотношений. Вот. Было ли это начало динамики или разовый момент? Является ли этот эпизод точкой начала устойчивой динамики или единичным случаем? Вот. Ну, вот так скажем, да. Колесо фортуны вышла карта. Знаете, это карта цикличности, ну, такое ее значение. Эта карта охватывает, эта карта с временем связана, она охватывает, ну, здесь можно говорить о любом моменте, о пространстве, сезонности. Ну, в общем, это карта времени, да, что бы то ни было. И карта тоже говорит о динамике, и уж точно это не разовый момент. По колесу фортуны это, ну, например, может, смотря какие вопросы, да, когда делаешь расклады, эта карта может повторяться, да, это карта цикличности. Ну, какие-то ситуации у человека могут периодически повторяться, если это выходит карта, да. Это точно уж динамика и не единичный случай, если вышло колесо фортуны. Скажем, это поворот, в общем, да, это однозначно совместность какая-то по колесу фортуны. Это, например, может быть, знаете, и старт цикла, и, например, дальше цикл, и может быть и финиш
цикл. Но вообще, как таковой, колесо фортуны не говорит о финише. Это уж точно динамика, в общем, да, отправная точка, а не кульминация. Ну, на кульминацию вышла бы другая карта. Здесь вот, если мы посмотрим, они вдвоем, да, и в самолете, и постоянно в этом полете, и постоянно, в общем, в пути, да. Эта карта вообще, ну, например, если на личные взаимоотношения, ну, вообще на взаимоотношения, мы же сейчас на вегу, в общем, да, она может говорить о романтике, может говорить как и о начале цикла какого-то в отношениях, и под воздействием каким-то времени может что-то меняться, но в принципе взаимоотношения, да, они не заканчиваются, к примеру, да. Вот. А еще в этой карте, если на эту ситуацию, то может быть карта связана с какими-то рефлексами, да, и вот мы говорим о химии между ними, да, и вот карта может намекать как раз, да, вот на это, на эту химию, особенную химию между ними. Ну, вообще клевая карта, кстати, вышла, колесо фортуны, начало динамики. И, ну, у нас вопрос, начало динамики или разовое начало, да, колесо фортуны. В общем, классная карта вышла. Вот, почему зрители, а тогда и сейчас это считывают, в общем, да, почему этот момент так легко считывается наблюдателями? Ну вот почему, как вы думаете? Вы можете написать свое видение на это, да? Каждый может написать в комментариях, почему вот именно этот момент легко считывается наблюдателями, да? Вот. А мы сейчас достанем карту. Десятка кубков. Ой, ну такие карты на них выходят вообще прям. Я просто в шоке. Почему этот момент так считывается легко? Знаете, по десятке чаш, если глубоко копнуть, здесь можно сказать о чем-то подсознательном. Это карта чашки все-таки, карта связана с интуицией, например, да? И, например, в десятке кубков, да, безусловно, есть и речи, разговоры, потому что все-таки это чашки, да. Но карта, конечно, она больше не о словах, а о состоянии человека, о чувствах. Здесь вот написано прям семейное счастье, полная чаша. Вообще просто шикарная карта, понимаете? Если в тему вот именно того, что происходило на этом шоу, то можно сказать, здесь идет не то, что контроль этим эмоциональным состоянием, но манипуляция, она же неплохо, манипуляция, да, ну, к примеру, вот поймете вы или нет, о чем я хочу сказать, да. Это, например, вот какая-то внешняя ситуация, и во внешней ситуации переключиться на друг друга в этой карте, понимаете, да, истинное счастье, вот здесь прям написано, семейное благополучие, удовлетворение от сделанного выбора, в общем, такой, знаете, ну, здесь не то, что созрели, эмоциональная зрелость, в общем, да, то есть начали созревать. Но у нас вопрос, почему зрители тогда, если это легко чувствуется, да, счастливое время, у них счастливая пора, в общем, да, как бы чувствуется, что они счастливы, что у них благополучно все в жизни, удовлетворены, в общем, той ситуации, которая происходила, довольны, в общем, ну, если так уж к вопросу. Это однозначное состояние, вот, к примеру, да. Мы же как бы вот в сторону фанатов, но вообще у нас карты, вот смотрите, я прошлый стрим, ну, отвлекусь, да, доставала карты, и там, например, на Чонгука был такой вопрос, да, живет ли он дома или у кого-то живет, да. И вышли карты, например, я помню эти карты, тройка жезлов, первая карта вышла, да, и тройка жезлов, тройка чаш вышла, по-моему, еще какая-то карта. И вот карта, прям, знаете, вот если здесь и сейчас прочитать эти карты, мы же их читаем, трактуем в вопрос, да, вот. Но если прочитать эту карту прямо здесь и сейчас, что происходит у Чонгука,
А я делала накануне того, когда мы его увидели на концерте, да, что он посетил концерт. То, в принципе, вот именно тройка жезлов– это карта именно пошел на концерт, и тройка чаш, а тройка чаш у нас карта тусы, пятый дом гороскопа, однозначно, ну, и здесь и сейчас Чингук там либо готовится вот на этот концерт, либо пошел на этот концерт. Вот карты четко его считали в этот момент. Но мы же всегда в тему вопроса, да, а карта вот, кстати, десятка чаш. Я как бы ее рассказала в тему фанатов, да, вот что считают фанаты именно у этой ситуации. Но карта реально, она может зацепить и их, понимаете, да? Вот. Ну и тройка чаш, которая выходила, тогда я доставала тройка жезлов, там тройка чаш. Если мы берем тройку чаш, это совместно, потусить с кем-то, компания, тоже тройка жезлов вот пойти. Но мы спрашивали в тему жилья, она как бы тоже не отрицает, что он вот в тему жилья, что он дома как бы мало находится дома, еще там выходила восьмерка мечей, все-таки он где-то тусуется вне дома, проживает, в общем, да, потому что можно сказать, что по восьмерке мечей, что там небезопасно. Ну, можно так сказать, да. Все обратили внимание, когда покидал Чунгу концерт, и его взгляд такой, знаете, с одной стороны у него такой дерзкий взгляд, вот, несмотря на то, что он зайка, в общем, да, вот, и как бы обратили внимание на этот взгляд, но если внимательно посмотреть, у него есть долька страха там где-то в глазах, он все-таки, как бы, я так думаю, для него, в связи с теми ситуациями, которые, ну, я сейчас о безопасности его, что касаемо дома, то я думаю, у него присутствует этот страх за неадекватных фанатов, в общем, в этом ключе. О чем мы смотрели? Так, наблюдателей проанализировали. Что этот момент значит сейчас, спустя годы? Какое значение этот эпизод имеет в настоящем, а не в прошлом? Какое значение этот эпизод имеет в настоящем, а не в прошлом? В настоящем, а не в прошлом. Карта вышла прошлого. Вот, вообще-то, пятерка кубков вышла. Карта, знаете, она может говорить о завершенности. Ну, к примеру, да, вот вопрос у нас, какое значение этот эпизод имеет в настоящем. Но это прошлого, эта тема касается прошлого, да. По этой карте проходит, например, уже такая, знаете, несмотря на то, что пятерка чаш, зрелость какая-то, да, вот. И, например, если тогда можно было бы сказать, вот та ситуация произошла, она могла намекать на то, что им было все-таки, когда это произошло, ну, не драма, а может быть, ну, скажем, туда, в эту сторону, то, например, ну, как было, в общем, так и было, да, ну, можно так сказать, дела прошлые, вот, в настоящем все, закончилось это, карта прошлого вышла, да, вот, в этой карте, например, уже перешли эту границу, например, ну, какую границу? Ну, например, было что-то, к примеру, да, а сейчас это, ну, как вам здесь сказать вот на эту ситуацию? То есть это было уже в прошлом, да, и вот это, что было в прошлом, ну, можно, пережили, да, а сейчас уже другая ситуация, да. Ну, в этой карте, знаете, есть прошлое не настоящее, а настоящее сейчас. Ну, вот так я хочу сказать, да. Не знаю, поймете вы, не поймете. Но в этой карте, если мы возьмем на ту ситуацию, она может намекать на то, что не было контроля, да, и вот именно когда это произошло, не было особого контроля. Карта намекает на эмоции, да, хотя мы доставали карту в принципе импульса выходили карта и порыва, да,
мы все там намекали на химию, то карта, в принципе, говорит, что, возможно, они просто пережили такое эмоциональное состояние, карта на это намекает, да, и это в прошлом, да, это ушло, но, в принципе, пережили это, да, вот. Ну, в этой карте есть, конечно, такое, знаете, я не хочу сказать, например, я не буду развивать эту тему, я просто хочу сказать, что карта, скорее всего, намекает, что просто этот эпизод, он в прошлом, да, и живите настоящим. Ну, можно так сказать. Вот. Потому что карта может намекать и на завершенный какой-то этап, и на какой-то путь уже пройден, и уже как бы созрели, повзрослели. Ну, понимаете, о чем карта может говорить. Она просто, карта вышла, что это все закончилось, это в прошлом, да, перешли вот этот мостик, скажем, и возрастной, и временной, и что касаемо эмоций, в общем, вы должны это понимать. Ну, в этом ключе. В этом ключе. Ну, если посмотреть все карты, я хочу сказать, много карт выходило завершенности. Если вы посмотрите, то, в принципе, все карты вышли завершенности. Практически все карты завершенности. Девятка жезлов, десятка чаш. Ну, колесо фортуны – это не завершенность, это карта цикличности. О ней нельзя сказать, тем более там такой вопрос был. Но много карт завершенности вышло. То есть этот этап уже пройден, да. Но при этом как бы у фанатов остались теплые воспоминания, вспоминают это. Я вам сейчас тоже это покажу. Ну, у меня сейчас он просто закрывается. Я же разговариваю. Так, я вам сейчас покажу. Ну, если кто, допустим, не знает вообще, о каком моменте я рассказываю, о чем она разговаривает, да, я вам сейчас открою, в общем, да. Так, уже залистала. Не знаю, видно вам, не видно? Ну вот, вот. Здесь у меня, короче, все отзеркаливает. Ну, в принципе, видно, да? Так, так, чтобы не зеркалило. Вот так. А то у меня тут все видно, что у меня в комнате. Здесь и двери мои, и тренажер. Так. Вот. Ну, в принципе, поняли, о чем я, да? Вот. Вот так. Пишите, пишите. Каков статус отношений в ВИГУ на сегодняшний день? Много блогеров пишут о кольцах на их безымянных пальцах, о том, что они тайно расписались где-то за границей. А я не каков статус отношений у ВИГУ? Ну, я в любом случае хотела карту достать, что сейчас у ВИГУ, в общем, да. Ну, вы пишите, вот, каков статус отношений у ВИГУ на сегодняшний день. Вот. Какой статус рыбка вышла? Рыбки. Вообще очень хорошие карты. Прибыль и много. Рыбы, да, вот здесь написано прибыль и еще и много. Ну, потому что рыба, она же, знаете, вот брюшко у нее там, да, и как бы все считают, еще она, знаете, там, ну, брюшко у нее, остановимся на этом, да, и все как бы ее вот рыбку в богатство, то, что, в общем, дело-то не в брюшке, наверное, ну, пусть будет брюшко, что у нее, в общем, она богата, рыба, да, чем она там богата, не знаю, ну, рыбка вышла, вот. Здесь у нас мужчинка такой вышел, а здесь собачка вышла. Ну, вообще, клевые карты, я вам скажу, вышли. Я всегда говорю, клевые карты. Вот смотрите, здесь у нас мужчина вышел, мы спрашиваем о них, о ВИГУ, да, ну, рыбы, их много, в общем, да, то есть можно сказать, что есть общение по рыбам, да,
Здесь собачка. Собака, она тоже может выходить персонажем. Собака обычно в Ленорман проходит как друг. И у нас, в принципе, внизу и вверху были мужчина и собачка, да. Это однозначно друг, здесь даже написано, вот друг, преданность, можно довериться друг другу, всегда поддержат. Десятка чаш, кстати. Мужчина, вот движение, здесь написано, ты идешь в нужном направлении. То есть однозначно, вот понимаете, да, они вдвоем, они поддерживают отношения, они общаются, поддерживают друг друга. Видели, как и, ну, и рыбки, в общем, да. Рыбы, ну, я не буду долго рассказывать о картах, но, в принципе, в рыбах есть такое, потому что она глубоко ныряет, в общем, да, много скрытости, много тайн, и можно сказать, что есть какие-то тайны, что касаемо их взаимоотношений, но как бы вот они видели, да, друзья, они вместе, если вы это хотели, да, знать, в общем. О том, что я хочу сказать, много блогеров пишут о кольцах на их безымянных пальцах, о том, что они тайно расписались где-то за границей. Опять же, вспомните начало стрима, когда я начала говорить о айфонах. И, например, хочу сказать, этих колец полным-полно и у других айдолов, да, и очень даже похожих. И мы можем сейчас сделать с вами видео, да, что, допустим, такое же кольцо у Чунгука, такое же кольцо и у Тэхёна. И такое же, и таких можно десяток сделать видео, что такие же кольца у Тэхёна, там и у другого какого-то айдола, у Чунгука, и у другого такого айдола. Давайте будем объективными, да. Вот посмотрите внимательно на карты, да. Если вас интересует вопрос, какие у них сейчас взаимоотношения на данный момент, то карты вышли, ну, просто шикарные, понимаете, да. То есть однозначно они совместно, они вместе, понимаете, да. Вот такие карты. Вот. На тот момент Чонгук ввиду своей молодости не мог управлять своими эмоциями. Ну да, потому что вот жезлы выходили, да, жезлы, это прям импульс такой, да, это карта активности, ну прям вот тянуло их друг к другу, да, они не расписаны, каждый говорит, кто во что верит. Вот, вот девушка написала, Любовь Медведева. Любовь Медведева, возможно, сейчас все по-другому в отношениях. Да нет, вот видели, какие вышли карты? Мне как бы что, я, знаете, конечно, я вегукер, и, естественно, я могу, например, говорить о картах, о значении карт в сторону как бы вегу. Могу об этом говорить, да, я не скрываю этого. Но в любом случае всегда под своими раскладами, вот телеграм-канал, да, у нас есть телеграм-канал, где мы там обсуждаем расклады, я выгружаю на Бусти расклады. Я пишу всегда еще, как бы анализирую и пишу такое объяснение объективное именно тем картам, которые вышли. И я хочу сказать, например, тем словам, которые я говорю, ну, я всегда трактую по-особенному, в общем, да, те слова, которые я озвучиваю, и потом, когда я логически еще даю объяснение к раскладу, то, в принципе, ну, как бы сходится все, понимаете, да, и значение карт, и моя, в общем, озвучка. Эля, здравствуйте, мы взрослые люди, и хочу сказать про себя. Прожив более 10 лет с супругом, уже кроме любви присутствует привычка. Я думаю, что и у Ви с Чонгуком такая же история. Ну, знаете, каждое слово «любовь» что такое? Я когда-то на эту тему разговаривала, и, в принципе, можно даже поговорить. Тем вообще полным-полно для стрима, о чем можно говорить, да? Все можно обсудить. Также о картах Таро можно поговорить, да, о их энергетике, что они собой представляют. Ну, это, конечно, очень такое, это не 1 час Таро, но, в принципе, можно там что-то, какие-то карты, какую-то ситуацию, что-то рассказать. Даже
анализ, делая своего расклада, мы можем взять какую-то часть, допустим, какие-то реально карты, которые вышли, и можем их обсудить и более детально поговорить о картах Таро и рассказать, допустим, что они могут значить, в общем, да, и как отвечать на вопросы. И поэтому любовь – это так, как я, знаете, говорю по-простому, понятие растяжимое для кого-то любовь, да, что такое вообще любовь? Понимаете, да? В любовь, в слово любовь много входит, да, это может быть там разговоры, ну, например, поговорить, посмотреть, там, чувства какие-то, да, ну, например, посмотреть, да, оценка человека, да, ну, потом говорить, ну, например, оценить какой-то там продукт или взаимоотношениях, и говорит, вот я люблю это, уже, понимаете, вы говорите, люблю, на самом деле это оценка какая-то, ваш взгляд какой-то, ну, поэтому можно много говорить об этом. Самое главное, знаете, здесь, ну, любовь, опять же, что такое любовь? Самое главное здесь, знаете, я думаю, чувствовать друг друга, уважение друг к другу, ну, например, знать те же границы, что касаемо, допустим, взаимоотношений в партнерстве, да, даже в семье, да, не нарушать этого. Ну, например, вот что касаемо там, да, многие же там теряют свою связь, да, расходятся и так далее. Почему это получается? Потому что вот я его любила, потом разлюбила, да. Но, к примеру, начинают просто люди, да, нарушать границы вот именно уважения человека. Здесь мне, ну, наверное, больше сказать не любовь, а уважение, просто уважать того партнера, с кем вы проживаете. Я думаю, это, наверное, больше подходит, да, к этому слову, нежели, ну, любовь. Что такое любовь? Есть секс, есть, допустим, ну, много таких других каких-то факторов, да, романтика, секс, например, и так далее. Вот. Ну, саму любовь трудно определить как таково слово. Да, конечно, можно зайти, вот, например, и почитать, что такое любовь. Ну, как бы объективно и научно, да. Но если просто простым языком, мне кажется, здесь больше, например, уважение, именно уважать своего партнера. Вот, я думаю, что у Щенком такая же история. Галя, здравствуйте, я вас смотрю почти с самого начала. У меня вопрос. Вы хоть раз сомневались в Вигу? Просто у вас много совпадений было, поэтому вас всегда смотрю. Спасибо. Или спасибо за внимание и работу, которую вы делаете для нас. Вот, например, как вы себе представляете сомневаться, да, вот в людях? Ну вот в Вигу, вот вы пишете, вы хоть сомневались в них, вы даже, вот я прошу прощения, да, я вам благодарна, что вы меня смотрите там с самого начала, но я хочу сказать, например, есть личности, ну долго не буду об этом рассказывать, есть личности, есть Тэхён, есть Чунгук, понимаете, и их связь, их взаимоотношения, как на это смотреть, да, и что вас может в их взаимоотношениях, да, разочаровывать, понимаете, да, или сомневаться в их общении, да, вот что вас может, вот, что может вас разочаровать именно в их взаимоотношениях. У меня такого нет, потому что, понимаете, я оцениваю объективно их взаимоотношения, потому что они отдельные личности. Они, знаете, у Тэхёна он как личность, у него свой характер, свой взгляд на жизнь. У Чунгука также, например, да. И как можно, например, понимаете, здесь как идет? Я вам говорила уже, что нужно партнера своего уважать и ценить как личность. И я на них смотрю как на личности, а потом их уже отдельно рассматриваю взаимоотношения. Поэтому, когда что-то мы видим, что-то происходит, да, такое, например, вот как пишут, вот я посмотрела там какой-то ран или что-то посмотрела, и вот там, например, я вижу там
Чонгук толкнул Тэхёна там в какой-то сцене, там, или мало обратил на него внимание, или Тэхён там на Чонгука и так далее. И вы уже там сразу засомневались и разочаровались, да? То есть вы не оцениваете ситуацию объективно. Понимаете, от этого, наверное, я думаю, вы страдаете. Я, например, ситуацию их взаимоотношений, да, что касаемо их взаимоотношений, ой, прошу прощения, я оцениваю их объективно. Но как личности я, в общем, отношусь к ним что одинаково, что к Тэхёну, что к Чонгуку. И, например, когда мне пишут, да, ее там, да, конечно, когда я, в общем, начала говорить о группе BTS, у меня был биас там Тэхён, да, только один Тэхён. Но потом, в общем, так как они, в общем, Вигу, да, вот, то, в принципе, я присмотрелась и к Чонгуку поближе, да. И теперь сейчас, как бы для меня они обои одинаковые, да, что Тэхён, что Чонгук. И поэтому, когда мне пишут, вот ее биас там Чонгук или ее биас там Тэхён, я их не делю. И вам не советую это делать, в общем, да, потому что они совершенно два разных человека, да, каждый со своим характером. Нельзя, например, вот надо все оценивать объективно. Вот. Вот так. Не знаю. Так, ответила, в общем, да. Вот. Поэтому у меня нет такого разочарования к ним какого-то, что касаемо их взаимоотношений, и каких-либо сомнений. Да, бывает, например, скучаешь просто, да, ну, к примеру, когда их долго не видишь, и хотелось бы их почаще видеть, вот, радует их общение и так далее. Ну, в принципе, как бы мы должны понимать, что, да, у них есть личное что-то, но а также есть и работа. И в прошлом стриме я сказала, да, ну, мы затрагивали тему компании, вот именно что-то коммерческое, да, вот маркетинг, и вы же понимаете, что они как бы связаны еще контрактами, там еще тройка пентаклей выходила, и они не настолько свободны, чтобы они могли просто выходить с нами, общаться, уделять нам много внимания, есть своя стратегия поведения, что касаемо публики, и вы должны это четко, в общем, понимать. Вот. Я думаю, в принципе, на ваш вопрос я ответила. Они, в общем, нам ничем не обязаны, да, вот. Ну, а также, в общем, и ваше право любить их, не любить их. У каждого есть свое право. Пишите, если 5 минут, и мы заканчиваем. Пока вы здесь, расскажу, короче. Я сегодня вообще... Я даже это положила их рядом. Я вам хотела рассказать об этом. Видели яблочки? Короче, ну они такие красненькие. Короче, я только что, ну, перед тем, как выйти к вам в стрим, иду, а с нами здесь, у нас есть здесь такой, знаете, ну, киоск, наверное, да, там продают эти фрукты.
А, и я только прохожу мимо и смотрю, а, яблоки такие красные на прилавке лежат, и они прям такие красивые. Смотрите, какие яблоки. И я думаю такая, да, куплю себе яблок. Вот. И, допустим, говорю, дайте мне этих яблок красных, да, там есть название, цена, я говорю, вот эти назвала там как-то, не помню, как они называются, и цену. И она говорит, хорошо, вот. Она пошла за яблоками. Она где-то там копалась, копалась, принесла яблоки, и на весы эти яблоки, и они, знаете, такие вот зеленые, и они зелено-желтые и с красным, но они зеленые яблоки. Знаете, как зеленые яблоки, ну там есть цветовая палитра на кожице яблок, ну какая-то разная, но в принципе они зеленые. И я говорю, смотрите, они зеленые, а я хочу этих красных яблок. Она такая говорит, ну это же этот сорт. Я говорю, смотрите, я говорю, вижу, что это яблоки красные, а вы мне даете зеленые яблоки, дайте мне красных. Она говорит, ну хорошо, я вам дам с прилавка красных. Вот, я говорю, ну будьте добры, дайте мне с прилавка. И она мне дает эти с прилавка яблоки, но самое вообще, это просто она меня убила, можно сказать. Она говорит такая, а эти, говорит, я положу на витрину, они, говорит, поспеют. Я вообще просто в шоке. Это я об этом сразу рассказала, наверное, там троим своим друзьям, да? Это просто вообще ржач реальный, да? Она положит их на витрину, и они такие же станут красными и доспеют. И шла, улыбалась, наверное, метров 200 от этого киоска, проходящие, наверное, скажут, у тетки точно не все в порядке с головой. Вот вам, понимаете, да, как фразы, в общем, вылетают с уст человека и становятся какими-то коронными. Очень страшно им показать себя в отношениях. Очень интересно, как Тэхён реагировал на поведение Чонгука в шоу 2. Изменилось ли их отношение после шоу 2? Там, в принципе, много таких вопросов уже прислали, что касаемо этого шоу, а не только, да. Вот сейчас гляну, там еще какие-то вопросы. Вот, много вопросов. М. Да, по поводу шоу тоже много пишут, что касаемо шоу. По поводу ресторана тоже вот много пишут. Ну, как много пишут, типа по поводу ресторана, как связан Чонгук с этим рестораном, почему постоянно ресторан говорит о Чонгуке, вот, возможно, это Чонгука ресторан, вот пишут мне, ну, много различных вопросов, просто безумное количество пишут вопросов, но их нужно в любом случае готовиться к этим вопросам и не просто так задавать, да, а нужно анализировать эту ситуацию. Вот что касаемо ресторана этого, да, почему он упоминает постоянно Чонгука. Ну, помните, тоже такая тема с круассанами была, Тэхён Париж тоже часто упоминал. Ну, такой момент, такая произошла ситуация, почему этим не воспользоваться, да, ну, скажу так. В принципе, на что делать расклад? Является ли Чонгук, допустим, совладельцем или владельцем этого ресторана? Я не думаю, в общем. Если, ну, как бы он бы и являлся, я думаю, он бы не афишировал бы это. Ну, так много таких вопросов. Вот. Спасибо, немножко не так вопрос задала. И когда только увидела BTS, для меня Вигу уже была пара, интуиция не подвела. А вам респект большой. Вот.
А вот Ангелина написала, что такого непристойного в этом шоу вы увидели? Обычное шоу. Ну, хотя, кстати, вот последний, там был такой коротенький шортик, вот буквально в этом, где-то я его повстречала, думаю, блин, вообще, люди с ума сходят. Короче, когда они там спали на постели, да, Чонгук и Чимин, вообще в момент съемок, ну и, естественно, в комментариях пишут, да, народ, вы что пишете, в общем, потому что, ну, я видела, да, были закадровые съемки, где показывали, ну, какие закадровые, само шоу там показано, да, что над ними куча народу стоит, и закадровое шоу, они постоянно под камерами, постоянно там куча народу, да. Вот, и, например, вы о чем типа пишете? Вот когда поднимается там Чимин с постели, да, Чонгук себе там лежит, отвернулся, да, а Чимин поднимается, в общем, с подушки поднимает свою голову, и там какой-то тюбик лежит, да, и, например, тут, значит, как мне кто-то написал в комментариях, типа, вот вы стрелочек наставили, чтобы привлечь, в общем, посмотреть ваше видео, да, ну так мы и делаем, в общем, стрелочки ставим, да, там, смайлики какие-то и так далее, но акцентируем на чем-то внимание. И вот блогер, он акцентирует внимание на этом тюбике, да, такой тюбик, и акцентирует там внимание на тумбочку, что-то показывает. Я так не поняла, что там на тумбочке, но на кровати тюбик какой-то лежит. И вообще все размыто, все непонятно, что там за тюбик, да, этот лежит. Ну, в принципе, блогер дает инфу, что с одной стороны, я так поняла, что это типа этот тюбик, да, с каким-то кремом, от нанесения тату. И здесь уже намек как бы на то, что у него там было тату, да, вот помните же эту тему, да, тему тапок и так далее. Вот. И это тату, да, на лодке, вот, 3 рожицы там, да, выше локтя у Чонгука, как вроде бы там это тату. И типа вот этот тюбик, он как бы, ну, чтобы снять боль после нанесения тату и так далее. А другой блогер дает инфу, что этот тюбик там еще вообще в другом как бы смысле, уже там каком-то сексуальном что-то смазать и так далее. И в комментариях народ пишет, вы вообще, народ, что вы делаете, да, этот тюбик вообще, это скорее кто-то пишет, и этот тюбик, вот корейское там название, и в Корее его применяют, он как антисептик, что ли, для горла. В это время там у Чимина болело горло или что-то, я особо не вникала, но хочу сказать, вот вы видите, как строятся вот эти слухи, домыслы, какие-то сплетни и так далее, просто человек взял какие-то кадры, там увидел этот тюбик, что-то написал, в общем, да, и так далее, предположил свое, и потом народ это разносит, в общем, и так далее, что непонятно чего. Я хочу сказать, что этот тюбик просто какой-то антисептик для Чимина, потому что он там приболел, да, что у него там заболело и так далее, да, и он походу это наносил. Понимаете, как это все раздувается? Что в этом шоу там, вот действительно девушка написала, что вы там такого нашли в этом шоу, да, вот. Обычное шоу, согласна. Так, Люба, это вам плевать, вы вот такая, но им друг на друга не плевать, что вы глупости всегда пишете. Это было ночью, и что Чонгук лез к Чимину, Любовь Медведева пишет. А вы уверены, что это был Чонгук? Да, вот именно по этому видео. Так мы же это обсуждали на одном моем стриме или видео, я это специально сделала, и я там разобрала это все, да. И, например, разобрала очень тщательно. Во-первых, хочу сказать, что, например, есть ли этот кадр в шоу? Есть, и он есть с субтитрами. Внимательно изучите субтитры. О чем именно там говорилось, да, вот эти субтитры. Дальше, например, ну, понимаете, было ли там движение этого Чонгука в сторону Чимина? Ну, естественно, это же кадр есть, было, да? Но так как его подали, что это он там
мой любимый, мой дорогой, там, или еще чего-то, да. Ну, как бы, обращайте внимание, там есть субтитры. Мало того, что, да, субтитры, как пишут, да, в комментариях написать, да, субтитры можно, вот сама компания редактирует эти субтитры, есть такое, согласна, но если вы возьмете это видео и прогоните через редактор и именно сделаете свои субтитры, то там все понятно, о чем речь. Доброе утро, и все, да? Как поживаешь? Ничего там такого любовного нет, никаких поцелуев и так далее, в общем, да? Но и много такого, знаете, есть таких кадров, они похожи, кадры на это, да, но также все просто размазано, вообще непонятно. Такое ощущение, там что-то подкорректировали, потом специально размазали, потом дали. Ну, вот как можно к этому, на это реагировать? Особо зачем это смотреть, да? Я это разбирала, в общем, я говорила о том, что подача именно этого кусочка видео, она не совсем верна на самом деле то, что происходило там, понимаете, да? Всегда нужно докапываться до истины. Если вы сомневаетесь в чем-то, к примеру, что видите, да, какие-то короткие видео или еще чего-то, обязательно анализируйте это, да, почитайте комментарии, о чем люди пишут и так далее. Но никогда, в общем, Эля, вы наша таблетка стресса, но никогда, допустим, ну и Любовь Медведева, да, я не знаю, вы подписаны, я это в телегу разбирала, к примеру, да, там, просто разобрала его, скажем, разобрала по миллиметрам, да, вот, по миллиметрам, там, на молекулы, да, скажем, это видео, и, в принципе, проанализировала. А также, например, у меня есть там даже в общем доступе что-то, возможно, я на стриме об этом говорила, возможно, видео есть какое-то, что это, например, там вообще подача неверна словесно, да, но, возможно, движение такое от Чунгука и было, потому что там есть реально, они разговаривают, и есть субтитры, да, от компании. И там ничего такого нет вообще абсолютно. Вот. То есть, опять же, мы пришли к тому, что нужно ко всему объективно подходить. Да? Даже вот, как вы мне задали вопрос, сомнения в ВИГу, в общем. Не знаю, в чем можно сомневаться? Что у них, допустим, они не общаются, ну, это бред, вообще полный бред. Вот. Они общаются и будут общаться. Вот так. Ладно, спасибо вам за поддержку. Вы просто супер, что пришли пообщаться. А я пойду обедать, в общем. Всем пока, вас люблю. До новых встреч. Следующее видео, стрим, если кто досмотрел до конца, то будет на дополнительном канале. Если кто не подписался на дополнительный канал, обязательно подпишитесь. Всем пока, люблю вас.